Привет! Сегодня я расскажу, как сохранить иллюстрацию в формате PDF. Во-первых, что такое PDF? В двух словах, это универсальный формат. Печатная продукция, такая как электронные билеты, журналы, книги, инструкции, схемы, а также презентации и другие документы сохраняются в PDF, что позволяет создавать компактные и надежные файлы, которые легко просматриваются, редактируются, печатаются с помощью программы Adobe Acrobat. PDF-файл имеет небольшой размер. И где, на каком бы устройстве или системе не был бы открыт PDF-файл, он всегда будет выглядеть одинаково. Итак, у меня уже есть готовая двухсторонняя листовка. Моя задача сохранить эту листовку в PDF для того, чтобы показать заказчику. Захожу в файл, сохранить как, выбираю папку и выбираю тип файла. PDF. Здесь я выбираю, сколько монтажных областей я хочу сохранить. В данный момент у меня листовка из двух страниц, я хочу их сохранить обе, поэтому у меня стоит все. Сохраняю. Итак, что я здесь вижу? Стили. В основном стоит по умолчанию. И так большинство сохраняют, но можно выбрать другой. Высококачественная печать. Название говорит само за себя для качественной печати. Стандарты. Создает документ PDF, который подлежит проверке или должен соответствовать данному стандарту. Полиграфическое качество. Подходит для работы с полиграфией. Максимально подходит для высококачественного до печатного вывода. И наименьший размер файла, первый и второй. В первом случае PDF 1.6, во втором 1.5. Для чего это нужно? Выбор данного стиля подходит для интернета, то есть для вывода на экраны. За счет того, что файл имеет маленький вес, он легко и быстро открывается. Но такой файл лучше не отдавать в печать, так как из-за маленького веса качество сильно ухудшается. Оставляю по умолчанию. Стандарт не трогаю. Совместимость. Если особых требований нет, то сохраняю последнюю версию. Если документ для более широкого использования, то сохраняю версию 6.7, для того, чтобы открывался на всех устройствах. Дальше идет окно описания. При выборе стиля, стандарта или совместимости здесь появляется подсказка. Для чего, что нужно. И параметры. Сохранять возможность редактирования в программе Illustrator. Если я уберу галочку и сохраню PDF, то если я либо кто-то другой захочет открыть файл PDF через Illustrator, этот файл откроется просто как картинка в Illustrator. Если поставлю галочку сюда, то когда файл PDF будет открываться через Illustrator, его можно будет полностью редактировать. Встроить миниатюры страниц. В программе Acrobat есть кнопка миниатюры, и там показываются маленькие страницы. То есть маленький миниатюр твоих страниц, чтобы было легче листать и смотреть их. Если поставить галочку на этот параметр, эти миниатюры должны там быть. Если убрать, по идее их быть не должно. Но я сохранял и так, эти миниатюры там присутствуют. Единственное, когда ты выбираешь этот параметр, PDF-файл становится немного больше, в остальном разницы я не увидел. Оптимизировать для быстрого просмотра в веб. Уменьшает размер изображения и облегчает постраничную загрузку файла. По стандарту, когда ты сохраняешь, галочка здесь не стоит, но лучше ее поставить. Показать PDF-файл после сохранения. Если этот параметр не выбрать, то когда ты сохранишь файл и захочешь его посмотреть, тебе придется найти эту папку, где он сохранен, и открыть его. Если же выбрать этот параметр, когда Illustrator сохранит PDF, сразу откроется этот PDF-файл в Acrobat, и ты увидишь результат, который получился. Создать слои Acrobat из слоев верхнего уровня. Допустим, наша листовка будет распечатываться на русском и английском языке. Я создаю в Illustrator слои, в одном слое у меня русский текст, в другом английский. И выставляю здесь галочку напротив этого параметра, сохраняю. Человек, который будет это печатать, он может скрыть английский язык, распечатать эти листовки необходимым количеством на русском языке, потом скрыть русский, открыть английский и также распечатывать эту листовку на английском языке, что значительно облегчает работу. Следующее, сжатие. Я сюда никогда не лез, и я думаю, многие из вас тоже, поэтому рассказывать об этом не буду. Метки и выпуск на обрез. Это нужно для типографии. В данный момент я листовку подготовил для того, чтобы
показать ее заказчику. Если же ее утвердят и необходимо будет ее печатать, тогда я буду уже подготавливать ее для типографии, и вот здесь уже буду выставлять метки. Сейчас подробно останавливаться здесь не буду. Если тебе интересно, как подготавливать документ к печати в типографии, пиши в комментариях, и я обязательно сниму на это видео. Вывод. Здесь ничего не трогаю. Дополнительно тоже безопасность. Здесь тоже ничего не делаю. И сводка показывает, какие параметры у нас выбраны. Все, настройки сделаны. Сохраняем. Иллюстратор сохранил файл и сразу же открыл PDF в Acrobat. И я сразу просматриваю результат, который меня устраивает. Ну вот и все, на этом урок мой закончен. Если тебе понравилось видео, подписывайся, пиши комментарии, ставь лайки. Если тебе не понравилось видео, все равно подписывайся, пиши комментарии, лайкай. И до новых встреч в новом видео. Пока!